Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам очень красивый и в то же время несложный узор. Он универсален, потому что одинаково хорошо будет выглядеть как в очень тонком кидмахере. К примеру, если вы захотите связать с этим узором джемпер-паутинку или же воздушную шаль, также с ним получится теплый, уютный свитер или шарф. Кстати, если вы не очень любите такие дырявчатые зимние вещи, то этот рисунок можно использовать как кайму, а также он очень будет интересно выглядеть в виде декоративного элемента. И им можно выделить, к примеру, центральную часть рукава одним раппортом узора или же пустить по левой стороне полочки также вот ажурную такую полосу. Можно сделать какую-нибудь асимметрию, тоже будет выглядеть очень красиво и интересно. Узор благодаря своей вот такой структуре создает эффект ажурного полотна, вносит изюминку в изделие, но при этом остается достаточно плотным и стабильным. Вообще этот узор идеально подойдет тем, кто ищет что-то нежное, но не слишком сложное. Его легко освоить даже начинающим мастерам, а опытные вязальщицы получат удовольствие от скорости и ритма его исполнения. Еще хочу заметить, одним из его достоинств, с моей точки зрения, является не слишком высокий раппорт узора, 12 рядов, что позволяет вязать изделие от горловины с азиатским ростком. Что еще хочу сказать по пряже? В принципе, я думаю, уже понятно, что пряжа здесь подойдет практически любая, начиная от толстой и заканчивая самой тонюсенькой ниточкой. И спицы здесь нужно подбирать исключительно под пряжу, учитывая, конечно же, рекомендации производителя, но прежде всего вашу личную плотность вязания. И провязав несколько образцов, вы понимаете, какие спицы нужны именно для вашего изделия. А сейчас давайте приступим к его исполнению. Сначала мы рассмотрим схему узора, потом я покажу некоторые элементы, как его выполнять на практике. Итак, раппорт данного узора составляет 20 петель в ширину и 12 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора, так как здесь нет сложных переходов и они интуитивно понятны, если же перед вами это вязаное полотно и схема. Итак, я набрала 23 петли, 20 это раппорт самого узора, 1 петля симметрии в конце ряда и 2 кромочные петли. Давайте начнем. Первый ряд я переснимаю кромочную и сразу начинаю вязать раппорт узора. Он начинается с провязывания 7 лицевых петель. 4, 5, 6 и 7. Далее я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петель на классическое, чтобы первая дужка смотрела на меня. И провязываю их вот таким способом одной петлей. Далее идет 4 накида через лицевую. Накид, лицевая, второй накид, лицевая петля, третий накид, лицевая и четвертый накид. Затем провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть наоборот открыты и на меня смотреть вторая дужка петли. Провязываю я их одной петлей вот таким способом. Далее 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Я закончила вязать раппорт узора. Он повторяется с 1 по 20 петлю. Ряд же при поворотном вязании я заканчиваю одной лицевой петлей симметрии и кромочной. Если вы вяжете по кругу, этот узор будет вам вообще очень-очень простым. Но если вы вяжете поворотными рядами или же некоторые элементы изделия, или же полностью изделия,
Там есть небольшая сложность, а заключается она в убавлении петель по изнаночной стороне. Они выполняются так же просто, как и по лицевой стороне, но иногда начинающим мастерам это непонятно, поэтому четные ряды в этом узоре я буду провязывать вместе с вами. Итак, второй ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 6 изнаночных петель, 3, 4, 5 и 6. Далее выполняю убавление 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Для этого убавления петли у меня должны быть развернуты, то есть вторая дужка петли смотреть на меня. Вот таким образом они должны находиться на спице. Нить перед работой, как при провязывании изнаночных петель, и подхватывая сначала вторую, потом первую петлю, 2 петли, я обе их провязываю изнаночной. Все, убавление это выполнено. Далее вяжу до следующего убавления 7 изнаночных петель, накиды также провязываю открытой изнаночной петлей. 6 и 7. Далее убавление идет 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. При убавлении вправо первая дужка петли должна смотреть на меня. Вот таким образом петля должна находиться на спице классическим. И провязываю их обычным способом, как провязываю изнаночную, только 2 петельки подхватываю одновременно и провязываю их одной изнаночной. Все, убавление выполнено. Далее провязываю 5 изнаночных петель. Вы провязываете то количество раппортов, которое нужно вам для изделия. И ряд заканчивается изнаночной, это петля симметрии, и кромочной петлей. Третий ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 5 лицевых, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 2 лицевые петли и 4 накида через лицевую. Первый накид лицевая, второй лицевая петля, третий лицевая и четвертый накид. Затем идет 2 лицевые петли и убавление 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт узора заканчивается 4 лицевыми петлями. Ряд же я заканчиваю петлей симметрии и кромочной петлей. Четвертый ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 4 изнаночные петли, 3, 4. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Далее до следующего убавления я провязываю изнаночные петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. И вот я дошла до следующего убавления. Его хорошо очень видно по изнаночной стороне за счет двойной вот такой дужечки изнаночной петли. И здесь я провязываю 2 изнаночные вместе с наклоном влево простым способом. Раппорт узора заканчивается 3 изнаночными петлями. Ряд же я буду заканчивать одной изнаночной, это петля симметрии, и кромочной, которую я провязываю изнаночной скрещенной. Пятый ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, дальше 4 лицевые петли, 2, 3, 4. После этого идет 4 накида через лицевую. Первый накид лицевая, второй накид лицевая, третий лицевая и четвертый накид. Дальше 4 лицевые петли. 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево.
и 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 6-й ряд. Кромочную переснимаю. Дальше 2 изнаночные петли. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Меняю расположение петель и провязываю одной изнаночной петлей. Дальше вяжу изнаночные петли до следующего убавления. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Дошла до двойной дужки и провязываю 2 вместе изнаночной с наклоном влево и 1 изнаночная петля. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии изнаночная в изнаночном ряду и кромочная петля. 7-й ряд. Здесь будет выполняться рисунок тот же, но со смещением в пол раппорта, так как сам узор расположен в шахматном порядке. Итак, 7-й ряд. Кромочную я переснимаю. Дальше идет у меня 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Здесь перепутать невозможно, потому что ведущая петля у нас будет здесь та же, что и была в первой половине раппорта. Вот у меня идут эти убавления, и вот моя ведущая петля. То есть 2 вместе лицевой с наклоном влево провязываю. Далее 13 лицевых петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Я не довязала одну петлю до убавлений первой половины раппорта узора. Здесь у меня 2-я ведущая петля, поэтому одну я не довязала. Я разворачиваю петли, меняю местами дужки, чтобы на спице петли были расположены классические. На меня смотрела первая дужка петли и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее накид, 1 лицевая и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии, здесь она лицевая, и кромочной петлей. 9-й ряд. Кромочную переснимаю, провязываю петли до убавления. 1, 2, 3 и 4. Накиды продолжаю провязывать открытой изнаночной петлей. Далее по двойной дужке я вижу, что у меня идет убавление. 2 вместе изнаночной с наклоном влево. Дальше изнаночные петли, не довязывая одну петлю до двойного убавления. 9, 10 и 11. Дальше провязываю 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Поменяла расположение петель на открытое и провязываю 1 изнаночной петлей. Далее у меня 3 изнаночные. 1, 2 и 3. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 9-й ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 1 лицевую петлю, накид, лицевая, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 9 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше 2 лицевые петли. Делаю накид, 1 лицевая и накид. Я на этом закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 10-й ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 6 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5,
и 6. Дальше у меня идет убавление. Смотрю на двойные дужки и провязываю 2 вместе изнаночной с наклоном влево. Дальше 7 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И вновь выполняю убавление 2 вместе изнаночной петлей, но уже вправо. Поменяла расположение петель и провязываю их одной изнаночной петлей. После чего 5 изнаночных. 2, 3, 4 и 5. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. 11 ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая петля, накид, лицевая, накид, 4 лицевые петли, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые петли, 2, 3, 4, накид, 1 лицевая петля и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 12 последний ряд этого узора. Кромочную я переснимаю. Дальше у меня 8 изнаночных петель. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дошла до двойной дужки, провязываю 2 вместе изнаночной с наклоном влево, затем 3 изнаночные петли и 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Вот таким образом. И 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. И вот такой узор у нас получился. Вот так выглядит один его раппорт. Спица на лиске, поэтому разровнять сложновато получается. Надеюсь, такая красота вам понравилась. Учитывая то, что сейчас время и сезон паутинок, то вот вам, пожалуйста, идея для вашего нового изделия. Всем хорошего дня и до встречи на канале!